Привет, поклонники K-pop. Добро пожаловать на канал K-pop King, место, где вы узнаете самые свежие новости о ваших любимых айдолах. В этом видео мы расскажем о горячих новостях, связанных с V из BTS. Ну что ж, перейдем к главному. Paris Fashion Week всегда был грандиозным событием, объединяющим модных легенд и мировых поп-звезд. Но 21 июля 2025 года на показе коллекции SRLN весна 2026 среди вспышек камер и стука каблуков на подиуме произошло нечто, что превзошло обычную роскошь. Короткое, но трогательное взаимодействие между Ким Тэхёном, более известным как V из BTS, и легендарной Анной Вентур стало поводом для обсуждений в кругах поклонников и экспертов индустрии. В тот день Тэхён выглядел особенно обаятельным, элегантно одетый, с неотразимой аурой. Он сидел спокойно в первом ряду, зарезервированном для самых почетных гостей, откуда можно было рассмотреть каждую деталь наряда. Рядом с ним прошла Анна Вентур, икона моды в своих фирменных темных очках. Никто не ожидал, что две такие разные личности, представители разных поколений и миров, смогут разделить столь человеческий и запоминающийся момент. По словам фан-аккаунта Doc Butchers Daily, Анна Вентур лично подошла к Тэхёну и пригласила его на знаковое событие в Голливуде, которое состоится в Лос-Анджелесе в октябре. «Мы надеемся увидеть вас на нашем мероприятии в Голливуде в октябре», сказала она спокойным, но значительным тоном. Лицо Тэхёна тут же просияло. Его глаза засветились, и с теплой улыбкой он радостно ответил: «Вау! Здорово, точка!» Это была спонтанная реакция человека, который чувствовал себя по-настоящему тронутым и признанным. Но то, что могло бы стать историческим моментом для Ви, неожиданно приобрело напряженный оттенок. Когда беседа стала теплее, менеджер агентства HIB внезапно вмешался. Его холодный и формальный ответ прозвучал так: «Мы постараемся найти решение. Нам еще многое нужно обсудить. Мы свяжемся с вами, точка». Анна Вентур, судя по выражению лица, была удивлена. Несмотря на это, она вновь повторила приглашение, уже с еще большей решимостью. В мире, где все определяется протоколами и дипломатией, ее слова прозвучали как прямой призыв к действию. Казалось, она говорила не только как креативный директор, но и как человек искусства, понимающий важность присутствия Ви. Ведь в этой требовательной индустрии важно не только иметь талант, но и обладать символическим весом, таким, как у В, который стал глобальной иконой, преодолевшей культурные границы. Однако дальнейшее развитие событий вызвало не восхищение, а бурю негодования среди фанатов. Реакция менеджера была воспринята как умаление искреннего энтузиазма Ви, и это сразу вызвало волну критики. Поклонники были возмущены. Почему менеджер отвечает за него, как будто у него нет своего голоса? Написали в соцсетях: «Если твоя работа — переводить, то просто переводи. Не переписывай ответы заново, точка». Многие напомнили, что это не первый случай, когда Тэхён проявлял интерес к проектам, но позже бесследно исчезал из них. Для фанатов это стало не просто эпизодом с модного показа, это затронуло темы контроля, представительства и права артиста на собственный голос. Так появился хэштег «Решетка Риетов МХБ», ставший символом тихого, но решительного протеста. Пора позволить артистам самим принимать решения, особенно когда речь идет о таких уникальных возможностях, как выход на сцену у КВО. Речь идет не только о красной дорожке или статусе VIP-гостя. Это вопрос признания Ви как эстетической иконы, человека, который переосмыслил границы между айдолом, артистом и моделью. Самым болезненным моментом стала смена выражения лица Ви от искренней радости к пустому взгляду после вмешательства менеджера. Это был интимный, почти незаметный момент, но именно из-за его человечности он глубоко тронул всех, кто когда-либо переживал похожее, когда чужое решение заслоняет твою собственную радость. Ви не новичок. Более 12 лет он идет по нелегкому пути в мире шоу-бизнеса. Он покорил миллионы не только своим голосом и внешностью, но и теплой личностью, художественным чутьем и верностью своему делу. Он знает, чего хочет. И когда Анна Вентур, человек, которого трудно чем-либо поразить, лично приглашает его на столь важное событие, это многое значит.
Это не просто реклама или маркетинг. Это признание роли Ви как культурного моста между Востоком и Западом, между музыкой и модой, между знаменитостью и художником. Уаукуэрт Холливуд 2025 состоится на студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе, месте, наполненном историей. Это событие объединит моду и кино и будет посвящено выдающимся художникам по костюмам. Импрезу курирует дизайнер-концептуалист Хуан Коста-Пас, куратор моды Алекс Харрингтон и визажист Пэт Макград. Все средства от билетов пойдут в фонд поддержки костюмеров, пострадавших от лесных пожаров в Калифорнии. Это не просто шоу, это акт сострадания. И это глубоко созвучно ценностям самого Ви: красота, честность и человечность. Придет ли в BTS? Ответ на этот вопрос все еще не ясен. Возможно, его даст не он сам, а те силы, что до сих пор управляли его публичным имиджем. Именно это вызывает озабоченность у фанатов. Но одно ясно, даже в самых неловких моментах харизма и благородство Ви остаются неизменными. Он не потерял улыбки. Он остался вежливым, профессиональным и сдержанным. И именно это, для многих, делает его настоящей звездой. Теперь мяч на стороне агентства HIB. Услышат ли они голос поклонников? Дадут ли они Ви возможность быть там, где его место, на мировой сцене? Мир уже готов видеть его не просто как корейского поп-айдола, а как глобального артиста, будущее моды, икону культуры, которую невозможно больше игнорировать. И когда сцена будет готова, когда весь мир откроет ему двери, единственное правильное решение — это позволить ему выйти вперед звездочка, с улыбкой, с уверенностью и с голосом, который наконец-то принадлежит только ему.